Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хочу провести аналитику на все видео Тима Морозова, снятые в заброшенной деревне Смерицы. Эта серия включает в себя сразу 5 видео. Их названия и прямые ссылки для просмотра находятся в описании под видео. Я не буду нарушать традицию и начну аналитику со всеми нелюбимой рубрики «Разрушитель мифов». Для начала поговорим о столбах. Они были засняты в нескольких различных вариациях, с разных ракурсов, под разным освещением. Неудивительно, что в темноте кто-то принимал их за призрачные и не только силуэты, но, как вы видите, это просто столбы. Некоторые зрители обратили внимание на фрагмент с куклой из первого видео. Кому-то даже показалось, что она моргает черными ресницами. Но и тут все просто. Если приглядеться внимательно, то можно заметить связь между изменением ракурса падения света и движением тени. Конечно, создается впечатление, что кукла моргает, но на самом деле это простая иллюзия. Возможен и такой вариант, что во всех частях видео в кадр попадает одна и та же кукла, и если это так, то моргать ей уже нечем. Игра света и тени вкупе с нашим воображением зачастую создает обманчивое впечатление. Например, на этих кадрах может показаться, будто кто-то спешно прячется за дверь. Или же на этом фрагменте появляется что-то страшное, чем-то напоминающее паука. На самом деле, в этом нет ничего паранормального. Если обратить внимание на направление движения света, то мы понимаем, что это отбрасываемая тень. Осталось только понять, что же может давать такую тень. Для этого внимательно осмотрим комнату. И действительно, с потолка свисает провод, на котором держится кусочек какого-то материала, штукатурки или же обоев. Приведу еще один интересный момент, на котором может привидеться темный призрачный силуэт с глазами. Объясняется это явление все тем же изменением ракурса освещения, а также волнистой поверхностью шифера. Во время падения камеры опять же создается впечатление сгущающейся тени, и это неудивительно, поскольку при падении перекрывается инфракрасная подсветка камеры, без которой она не может в полной мере осветить объекты, а тень – это всего лишь отсутствие света. Во всех 5 видео присутствует бесконечное множество бликов. Некоторые из них были рассмотрены в прошлой аналитике, какие-то являются слишком очевидными для разбора, поэтому мы заострим наше внимание на малой части. В первую очередь, это едва уловимые блики, которые иногда путают с мистическими проявлениями, орбами. По направлению источника света мы можем сделать вывод, что отражающая поверхность, дающая блики, находится на полу и имеет маленькую площадь, возможно, это осколки разбитого окна. Но не только стекло может отражать лучи света. Как оказалось, даже поверхность фотографии легко справляется с этой задачей. Некоторые зрители были сбиты с толку при виде странного движущегося свечения. Блики могут возникать не только при отражении света от предметов, но и при попадании направленных лучей в объектив камеры ночного видения, что мы и видим на этом фрагменте. Следующий эпизод уже не так просто объяснить, и у меня все еще остались по нему некоторые вопросы и сомнения. Для начала проверим условия, при которых возникает это явление. Как вы можете заметить, стекла в рамах отсутствуют, и единственная отражающая поверхность в комнате – это полиэтиленовая пленка, прикрытая занавеской. Позиция Тимофея не меняется, он стоит на одном месте, изменяется только направление света. Почему же, когда Тимофей направляет фонарь влево, блик не возникает, а при движении направо по той же траектории появляется довольно четкая яркая полоса света? Действительно ли это был блик? Или же это на самом деле какое-то мистическое проявление? Это первый спорный момент данной аналитики. И, к сожалению, не последний. Но помимо бликов были и проявления орбов. Например, на этих 2 фрагментах видео едва различаемые объекты появляются как будто бы из ниоткуда. Или же на этом интересном моменте, сочетающем в себе как простой блик от фонаря, так и движение орба. На первый взгляд может показаться, что это часть отблеска, но так ли это? Давайте детально рассмотрим это явление и проследим за движением частицы слева, особое внимание уделяя ее скорости и траектории. Тогда нам станет понятно, что этот светящийся шар не является частью основного блика, движется независимо от направления света и продолжает свое движение даже после того, как Тимофей направляет фонарь вниз. Заслуживает внимания и данный фрагмент видео. Здесь неизвестный белый объект начинает свое движение от головы Тимофея, будто пролетает через стенку полки, а затем уходит в стену. Это один из редких кадров, на которых мы можем видеть, как материальный на вид объект с легкостью проходит сквозь препятствия. К моему великому сожалению, из видео к видео приходится иметь дело с комментариями некоторых зрителей, которые ошибочно принимают пролетающие мимо видеорегистраторов ночного видения пылинки за паранормальные проявления. Все дело в инфракрасной подсветке камер, лучи которой, отражаясь от мелких частиц, делают их яркими и светящимися объектами, хоть и похожими на орбы, но не являющихся таковыми.
Не всегда удается безошибочно определить, приходится то или иное проявление мистическим или же имеет разумное объяснение. И приведенный сейчас фрагмент не исключение. С одной стороны, складывается впечатление, будто что-то белое едва уловимо проскальзывает в соседнюю комнату, двигаясь на уровне пола. С другой же стороны, это может быть иллюзией, вызванной бегущими темными и светлыми полосами на изображении, которые появляются из-за того, что частота съемки не совпадает с частотой моргания фонаря. Также возникает много сомнений при разборе всевозможных тучек, туманностей, дымок и прочего. Например, 5-е видео было снято в начале июня, но даже несмотря на теплое время года, по ночам температура может падать достаточно для того, чтобы изо рта появлялся пар. Вероятно, что данные фрагменты видео этим и объясняются. Поскольку съемка производилась на экшн-камеру, закрепленную на торсе Тимофея, выдыхаемый вперед пар при движении человека как бы смещается назад, а фонарь в руке подсвечивает каждую частицу, делая облачко пара ярким и густым. Но не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Вспомним хотя бы приведенные в прошлой аналитике случаи, которые нельзя объяснить паром изо рта, испарением или же клубящейся пылью. К тому же, после разбора ЭГФ на данных видео, сомнения в мистической природе этих явлений были развеяны окончательно. Пойду устраиваться в этом доме. Там есть 29. Видеокамеры нет. Вот и в 5-м видео из деревни Осмерец есть 3 момента, которые с большей вероятностью являются паранормальными проявлениями. В первую очередь, это едва уловимая дымка, которая становится заметной в свете фонаря. К сожалению, этот фрагмент очень короткий и нет возможности разобрать его детально. Во вторую очередь, это непонятное явление справа, что-то среднее между туманом и дымкой. Стоит обратить внимание на то, что оно занимает ограниченную область и не встречается более на всем протяжении видео, следовательно, не может расцениваться как туман. Ну и, наконец, 3-й момент. На первый взгляд пар как пар, но что-то в нем насторожило меня. Возможно, то, что он заметно отличается по интенсивности от выдыхаемого Тимофеем, или же тихий голос, произнесший слова похожие «на идет за мной». Что-то среднее между 3 этими проявлениями было замечено мною и на первом видео из Осмерец. То, что однозначно нельзя объяснить с научной точки зрения. Это явление появляется в кадре на доли секунды и сопровождается электронно-голосовым феноменом, который различим и без дополнительной обработки. В аналитике часто говорится об обманчивой игре света и тени, о создающихся иллюзиях, об особом пристрастии человеческого мозга к поиску шаблонных очертаний силуэтов. И в большинстве случаев так оно и есть. Давайте освежим в памяти тот, доселе единственный пример, в котором тень являлась чем-то большим, самостоятельным и разумным проявлением паранормальной активности. Теперь я приведу еще один фрагмент, который также заслужил мое пристальное внимание. Когда Тимофей осматривал дом, в стенах которого копошились мыши, происходило частое спонтанное отключение фонаря. При тщательном просмотре можно заметить едва различимые слова, возникающие посредством ЭГФ, но нас интересует вполне определенный момент. Спросить в этом доме, есть ли здесь кто-нибудь. Фонарь работает. Помимо гаснущего фонаря, а также раздавшегося ответа «нет меня», я была удивлена движением тени, появившейся сразу за восстановлением освещения. Основная помеха, груда кирпичей, находится левее Тимофея и не может перекрывать луч фонаря, создавая очередную иллюзию. Особое внимание стоит уделить движению этой тени, она как будто уползает в другую комнату в попытках скрыться от яркого света. Как я и говорила ранее, в этой аналитике присутствует множество спорных и непонятных явлений. Например, это странное свечение в небе. Если не вникать в эту ситуацию, то можно решить, что это луна или же какая-то яркая звезда, свет которой пробился из ветвей деревьев, а в довесок был смазан из-за резкого поворота Тимофея. Да, такое бывает. Но, во-первых, эта яркая полоса света не изменяет своей формы, размеров и интенсивности за весь отрезок времени, доступный для нашего наблюдения. Во-вторых, ветви не перекрывают это свечение, оно как будто находится перед ними. И в-третьих, все это сопровождается речью, проявившейся посредством электронного голосового феномена. Но странное свечение было замечено не только вне помещения, но и во время съемки в доме. Например, здесь мы видим непонятный огонек за грудой хлама, который со временем раздваивается, чем-то напоминая светящиеся глаза.
Что могло вызвать данный эффект? Ведь для отражения света не были соблюдены необходимые условия, да и на явление фосфоресценции это не похоже. Также непонятным является и следующий фрагмент. Как можно заметить, часть потолочного покрытия свисает и при повороте камеры Тимофеем перекрывает обзор комнаты. В этот момент и происходит нечто странное. Буквально на долю секунды на потолочном материале появляется что-то, очень напоминающее две пары глаз. Да, на покрытии присутствуют белые пятна, но как мы можем заметить, при близком попадании в кадр они никоим образом не видны, а отражать лучи света там попросту нечему. К тому же вся эта картина дополняется проявлением ЭГФ. Пятое видео было богатым на различные мистические проявления. Это и странные показания электромагнитника, и тряска камер, и их падение, и движение шторок на входе в комнату, и появление в кадре неизвестных объектов. Но давайте по порядку. Пожалуй, наш разбор начнем со странного поведения электромагнитного измерителя, его самопроизвольных отключений и включений, а также запредельных показаний. С данным явлением Тимофей столкнулся впервые, и объяснения для этого у меня нет. По моему мнению, это могло быть каким-то направленным импульсным воздействием большой мощности, пиковые значения которого приводили к перегрузке измерителя и сбоям в его работе. По другой версии, Тимофей мог находиться рядом с электромагнитным полем высокой интенсивности и, перемещая измеритель в пространстве, то приближал его к источнику, то отдалял. Что же было источником такого электромагнитного излучения, для меня остается загадкой. Подобным электромагнитным излучением можно объяснить и отключение камеры, находившейся в палатке. Вероятно, это действительно было какое-то направленное воздействие, поскольку основная камера не была затронута и продолжила свою работу. Хочу также обратить ваше внимание на звуки шагов. Наверняка некоторые из вас задавались вопросом, почему Тимофей их не слышал, ведь в такого рода местах звуки слышны на больших расстояниях. Да, в этом есть своя правда. Но в то же время мне пришла мысль, что если посредством ЭГФ мы принимаем слова, оформленные в предложение, а зафиксированные голоса отличаются по тембру и своей текстуре, то сымитировать звук шагов не составит труда. Тем более проще скопировать уже имеющийся звук, чем создавать что-то новое. Таким образом, я предполагаю, что и звук шагов в данном фрагменте – это своеобразное проявление ЭГФ. К тому же с подобным явлением мне довелось столкнуться на личном опыте. Звук шагов появлялся не только в фрагменте у палатки, но и был зафиксирован перед падением видеорегистратора ночного видения. Потому что я вижу на приведенных кадрах, у меня складывается впечатление, что усилие, вызвавшее падение камеры, было приложено не столько к этому объекту, сколько пришлось на ящик, на котором и располагался видеорегистратор. Сначала на основание пришлось несколько слабых толчков, проявившихся едва заметной тряской камеры, и, следовательно, изображение, а уже затем сам регистратор, потеряв точку опоры, опрокинулся. Еще одним мистическим явлением можно смело считать пальто, которое было с легкостью затянуто внутрь дома. Представляю вашему вниманию одно из интереснейших проявлений в данной аналитике. Большинство зрителей обратили внимание на движение дверных шторок, на тряску камеры, но было и еще кое-что, едва уловимое движение, даже не столько движение, сколько искажение изображения. Надеюсь, применение фильтров и выделение этого участка поможет вам заметить данное явление. У меня сложилось впечатление, будто кто-то невидимый, наигравшись вдоволь со шторками, прошел через комнату с намерением продемонстрировать себя через тряску камеры. В принципе, воздействие на камеры – довольно частое явление. В нашем случае, я считаю, все это сделано скорее для демонстрации своих возможностей, а не с целью прекратить съемку. Множество проявлений было зафиксировано на видеорегистраторе ночного видения, установленные в доме, в подвале которого электромагнитный измеритель сходил с ума. На этих фрагментах вы можете заметить быстрое движение какого-то странного объекта, на вид вполне материального. За ним тянется шлейф из частиц пыли и каких-то ворсинок. К тому же при фиксации этого явления на камеру под номером 2, на изображении с камеры под номером 1 мы можем наблюдать странное световое явление. Был ли это сбой в инфракрасной подсветке камеры, изменение освещенности комнаты или же какое-то паранормальное проявление, остается загадкой. Меня весьма впечатлил следующий момент, в котором на первый взгляд нет ничего необычного, но внешность обманчива. Обратите внимание на этот объект, поднимающийся вертикально вверх. Его уже нельзя назвать в полной мере материальным, и он больше похож на проявление в виде клубящихся дымок из прошлой аналитики. Дополнительно подмечу, что все это сопровождается электронным голосовым феноменом, довольно четким и не требующим особой обработки, чтобы услышать слово «зря».
Еще одно уникальное в своем роде проявление было зафиксировано на третью камеру, установленную в подвальном помещении. На этом фрагменте мы видим, как что-то сначала прячется за опорой, затем с невероятной скоростью совершает резкое движение. Все это действие запечатлено на 5 кадрах, а при условии, что видеорегистратор снимает с частотой 24 кадра в секунду, получаем отрезок времени примерно равный 200 миллисекундам, то есть 1/5 секунды. Колоссальная скорость, не правда ли? Завершая разбор проявлений, запечатленных на камере ночного видения, я хочу обсудить следующий фрагмент. Он показался мне странным, хоть и вызывает сомнения. Обратите внимание на поведение тени, она опять же будто уползает в другую комнату. И то, как Тимофей обернулся на это движение, как будто что-то почувствовал или же заметил боковым зрением. Что-то явно привлекло его внимание. И если учитывать слова, зафиксированные секундой ранее посредством ЭГФ, то смысловая составляющая всего этого момента меняется. Что если фраза «Уходи, гад» предназначалась вовсе не для Тимофея, а кому-то другому, чему-то темному, что в нашем понимании и называется гадом. Увы, еще одна загадка останется без ответа. Да, я сюда поставлю. На все кирпичи. Да, эти 5 видео с деревни Осмерицы были полны различного рода проявлений, как визуальных, так и звуковых. Некоторые фрагменты ЭГФ оказались настолько четкими и явными, что были различимы и без какой-либо дополнительной обработки. Что это сейчас было такое? Я не знаю. В то время как другие были едва слышны. А здесь, в этом доме, водятся мыши, их очень много. Прям целый дом, сейчас они все убежали. Подробная аналитика по ЭГФ в деревне Осмерицы была сделана мною ранее и доступна для просмотра на моем канале. Теперь, когда мы разобрали основные моменты, я хочу поделиться с вами своим мнением. Как по мне, все это очень странно и неоднозначно. То, что происходило в этой заброшенной деревне, не поддается логике. В первом видео было множество недооцененных мистических событий, таких как падение банки, Поэтому я думаю, что это как бы, возможно, из-за меня что-то упало именно. И мистика тут ни при чем. или же закрывшаяся дверь. Которые были расценены Тимофеем как стечение обстоятельств и собственная непредусмотрительность. Некоторые моменты так и останутся под вопросом, например, падение крышки чердака, которое могло быть вызвано как естественными причинами, возможно, подпора сгнила и не выдержала вес крышки, так и паранормальной активностью, при которой подпора была выбита намеренно. Также и в третьем видео есть весьма неоднозначный момент, когда Тимофей выронил палку. При многократном просмотре фрагмента у меня сложилось впечатление, что палка была вытянута из руки Тимофея, что подтверждается звуком трения, а также траекторией падения. Возможно, основное усилие пришлось на центр палки, по видео сложно судить, но движение руки Тимофея говорит о том, что он пытался ее ухватить в движение, чего ему сделать не удалось. Что касательно той силы, с которой Тимофей столкнулся в этой заброшенной деревне, она довольно разумна и даже обладает своеобразным чувством юмора, оставляя подсказки и намеки. Например, во втором видео газета на стене является неким ответом на желание Тимофея увидеть сущность. Дешевый вариант. Уходи. Изначально я считала, что в финальном видео беспорядок в доме устроили какие-нибудь охотники, выбравшие этот дом как место для ночлега, выпили, устроили беспредел. Но учитывая отсутствие свежего мусора, бутылок и других следов пребывания человека, а также оставленный журнал как какой-то намек, я больше склоняюсь к версии, что погром был совершен паранормальной активностью. Да и разговоры посредством ЭГФ дают понять о некоторых пристрастиях невидимых обитателей деревушки. Для этого мы все поведем. Да, я считаю, что их способности лежат далеко за гранью нашего понимания. Это и возможность влиять на поведение людей. Не понимаю, откуда стук идет. Откуда-то снизу. Достану камеру. Ой, фонарик.
и предвидение будущего, например, когда посредством ЭГФ был дан точный результат броска кубика. 3. Нет. Нет. 3. Возможно, есть какая-то взаимосвязь между выпадающей тройкой и положением кубика, когда Тимофей вернулся в уже разгромленный дом. Такая же пасхалка, как и журнал. Вполне вероятно, они заведомо знали, что Тимофей вернется в эту деревню и просто отпугнули его от того дома. Может быть, даже намеренно направили к дому со странным подвалом. Среди них есть как и враждебно настроенные, так и нейтральные, не исключая возможности присутствия и дружелюбно настроенных сил, ведь кто-то же отогнал от Тимофея ту тень. Да, я сюда поставлю. На все кирпичи. Но, несмотря на то, что по ЭГФ звучали частые угрозы и пожелания долгих лет жизни, действия этих невидимых для нашего взгляда личностей не носили какой бы то ни было вредоносный характер. Скорее всего, с чем Тимофей столкнулся, элементарная демонстрация своих возможностей или обозначение присутствия. Этим же можно объяснить и появление следов, и звуки, раздававшиеся возле палатки в то время, пока Тимофей спал. Также я считаю, что мы стали свидетелями не только проявления самих обитателей этой заброшенной деревни, но и каких-то других сил, способных перемещаться из одного места в другое, независимо от расстояния. После проведенного мною разбора видео у меня осталось странное послевкусие, как ощущение чего-то, что ускользнуло от моего взора. Складывается впечатление, как будто нас готовят к чему-то большему, подкидывая ту или иную информацию по крупицам, проверяя наши возможности, способности и отношение ко всему происходящему. Достойны ли мы этого знания и сможем ли разгадать тайны, покажет только время. Но я, как и прежде, буду продолжать свои поиски и по мере сил и возможностей делиться с вами каждой своей находкой.